Электромобили давно перестали быть редкостью на дорогах. Ежегодно их становится все больше, конкуренция между производителями растет, а вот спрос, наоборот, начинает немного охлаждаться. И вот главный вопрос для автоконцернов – как заинтересовать покупателя, когда новинок и так хоть отбавляй. В Европе ситуация, казалось бы, стабильная. Презентации проходят размеренно, без чрезмерного шума, а большинство новых моделей, ориентированных на рядового водителя, не предлагают ничего сверхординарного, ни мощных силовых установок, ни гигантских батарей, да и особых сюрпризов здесь ждать не приходится. А вот в Китае совсем другая история. Там сейчас настоящее сражение за покупателя. Причем в этой битве не только местные бренды. Даже признанным мировым гигантам приходится изрядно постараться, чтобы добыть в борьбе свое место под солнцем. Более того, все чаще именно Китай становится площадкой для громких премьер, впоследствии выходящих на глобальный рынок. Вспомните хотя бы последние презентации от Lexus или Mazda, и станет понятно, о чем идет речь. Но чтобы заинтересовать китайскую аудиторию, одного имени бренда мало. Надо удивить. Именно это и пытается сделать Hyundai со своим новым электрическим кроссовером Elexia. Чтобы подогреть интерес, корейцы устроили серию открытых испытаний. Несколько тестовых образцов Elexia прошли публичные испытания на глазах десятков журналистов. И стоит сказать, автомобиль показал себя достойно. Здесь и современная 800-вольтовая электрическая архитектура, и серьезный уровень безопасности, который производитель демонстрировал безо всяких опасений. Но самая большая интрига – это, пожалуй, цена. По предварительной информации, Elexia будет стоить от 14 до 21 тысячи долларов. Для кроссовера с такими технологиями и именем это, согласитесь, более чем заманчивое предложение. Чтобы разобраться, с чем имеем дело, стоит начать с главного. Elexia создан на современной глобальной платформе eGMP, той, что лежит в основе последних электромобилей Hyundai и Kia. Но в этот раз автомобиль стал результатом сотрудничества корейского Hyundai и китайского бренда BAIC. Модель будет предлагаться в двух версиях – с передним и полным приводом. В базовой модификации один электромотор на 218 лошадиных сил, а полноприводная версия имеет дополнительный задний двигатель мощностью 100 лошадей, общая мощность 312 сил. Обе модели имеют одинаковую максимальную скорость – 185 км в час. Питается Elexia от литий-железофосфатной батареи, поставляемой FinDreams, дочерней компанией BYD. Примерный запас хода составляет до 700 км согласно китайскому, довольно оптимистичному циклу CLTC. Но о точной емкости батареи производитель пока молчит. Еще один важный нюанс – это 800-вольтовая архитектура, позволяющая значительно сократить время зарядки. 27 минут на быстрой зарядке, и аккумулятор пополнен на 80%. В компании уверяют, что Elexia прошел серьезную проверку на выносливость. Машина в общей сложности проехала 1,2 миллиона километров. В ходе демонстрационных испытаний автомобиль демонстрировал хорошую устойчивость и стабильность на дороге. При высоких скоростях автомобиль показал низкий уровень шума в салоне и минимальные вибрации. В таких сложных тестах, как лосиный тест, слалом и влияние бокового ветра, а также при езде по снегу, гравию и выбоинам, кроссовер уверенно держится на дороге благодаря хорошо настроенной подвеске. Она мягко и комфортно отрабатывает неровности, не создавая дискомфорт для пассажиров, хотя подробную информацию о типе подвески производитель не разглашает. Особенно ярко характер подвески проявляется на выбоинах и гравийных участках. Передняя часть автомобиля отрабатывает неровности мягко и собранно. В экстремальных условиях, таких как сильный боковой ветер и скользкая дорога, кузов сохраняет стойкость, а шасси – хорошее сцепление с дорогой. Кроссовер также справился и с лосиным тестом на скорости 80 км в час, а в слаломе крен кузова практически не заметен. Все это, как говорит компания, благодаря точной настройке рулевого управления. В лабораторных условиях батарея и высоковольтная архитектура прошли ряд тестов при низких температурах эксплуатации.
При температуре минус 30 градусов электрокроссовер не просто завелся, он с легкостью прошел экстремальный режим прогрева во время зарядки. Это означает, что зимой владельцы могут не беспокоиться о производительности батареи и эффективности зарядки. При этом запас хода после 9 часов непрерывной работы электродвигателя при минус 7 градусов сократился всего на 39%, что для таких условий очень хороший результат. И хотя заявленные характеристики у модели действительно впечатляют, Hyundai напомнила, что главное здесь не гонка за цифрами, а безопасность. Ее кузов выполнен на 77,5% из высокопрочной стали. Передние и центральные стойки кузова – это пятислойная конструкция с двойными слоями стали крепостью 1500 мегапаскалей, что создает настоящий защитный щит для салона. В проверке на частичное лобовое столкновение при скорости 64 км в час конструкция уверенно справилась с нагрузкой. Сработали подушки безопасности, дверь открылась. А электрическая система безопасности осталась стабильной. Еще один немаловажный момент – защита аккумулятора. 8 горизонтальных и 7 вертикальных элементов образуют крепкий стальной каркас. В испытании на боковой удар при 32 км в час повреждения оказались гораздо меньше, чем это обычно бывает. Новинка относится к классу компактных кроссоверов с размерами 4615 мм в длину, 1875 в ширину и 1675 в высоту при колесной базе 2750 мм. Снаряженная масса варьируется от 1880 до 2185 кг в зависимости от версии. В компании уверяют, что салон кроссовера получится достаточно просторный. Однако пока рано делать окончательные выводы. Hyundai обнародовали несколько деталей интерьера в небольшом видео. Как видно, оформление будет минималистическим, без привычных кнопок на передней панели. Особенно выделяется большой 27-дюймовый дисплей с разрешением 4К. Он будет работать на основе мощного процессора Qualcomm 8295P. На борту будут доступны все знакомые функции: онлайн-навигация, развлекательные системы, подключение смартфона, обновление по воздуху и голосовое управление. На руле установлены подрулевые переключатели, позволяющие водителю регулировать уровень рекуперации энергии. Центральная консоль получила двухзонную беспроводную зарядку для смартфонов, а в салоне предусмотрено много мест для хранения вещей, 29 отсеков и выдвижной бокс. Для любителей умных функций новая система помощи водителю второго уровня предложит не только высокоскоростную навигацию на трассе, но и городской режим. А функция памяти парковки обеспечит дополнительный комфорт. Вообще новинка отличается от других электромобилей бренда. Впереди эффектные матричные фары с 8 квадратными кристаллами, напоминающие фары Bugatti. Под ними световая полоса, которая издалека выглядит как единая линия, а вблизи состоит из множества точечных элементов. Все это дополняют активные воздухозаборники. В профиль сразу бросается в глаза так называемая плавающая крыша. Это когда верхняя часть автомобиля словно отделена от остального кузова за счет черных стоек. К тому же скошенная задняя стойка и короткий передний свес, а также скрытые ручки делают силуэт более современным. Сзади сквозные фонари в стиле передних и бампер, подчеркивающий образ. Автомобиль будет предлагаться с колесными дисками на 18 или 20 дюймов. Hyundai уже анонсировала, что новый Elexia появится в продаже в Китае уже в сентябре. Цены выглядят очень привлекательно – от 14 до 21 тысячи долларов. Что касается других рынков, пока конкретной информации нет. Этот кроссовер создан прежде всего для китайского рынка, но если модель хорошо примут, есть шансы увидеть его и в других странах. Если это видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить крутые новинки автомобилей и свежие обзоры. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими путешествиями, а каждый поворот дороги открывает новые возможности и впечатления. Желаем вам комфорта, безопасности и удовольствия от вождения, чтобы машина всегда дарила только позитив и уверенность. Спасибо, что смотрите.
Оставайтесь с нами и до следующего видео.